Микроавтобус года, 2 года подряд номинацию он выиграл. Эти кольца от форсунок прилипают к ГБЦ, и очень проблематично их потом снять и форсунки сами снять. У тебя нет квартиры зато, но никто не скажет, что тебе как бы негде жить. Да? Здесь показатели температуры, зарядки в сети. Таких машин массово возле себя не встречаешь. В общем, в 2009 году они очень сильно гнили. Но сзади, как видно, очень хорошая, удобная дополнительная конструкция для крепления и перевозки мопеда. Провел до сих пор, смотри. Здравствуйте! Сегодня у нас уникальный индивидуальный автомобиль в прямом смысле этого слова. Ну, во-первых, многие люди действительно пишут, что а чего ты не снимаешь коммерческий транспорт, это тоже интересная ниша. Может, не такая масса, но для разнообразия отличная идея. Или у тебя нету С-категории, хихи-ха-ха. Нет, С-категория у меня есть. Все это правильно вы говорите, я об этом думаю действительно. И это хорошая мысль, я думаю, будем развивать эту тему. Но сегодня я хочу поговорить именно об этом автомобиле. Как вы поняли из названия по картинке, это Mercedes Sprinter второго поколения. Кстати, сейчас кто будет мне слать фотографии и кричать: вот второе поколение, что там трендишь. Нет, ребят, это рестайл первого поколения, а это именно второе. Второе вышло поколение в 2006 году, наш автомобиль 2008 года. Но первое, второе по логике выходит на смену первого. Первое закончили производить в Германии, но в остальных странах, по-моему, даже и в России производились автомобили, в других странах еще какие-то. Я, честно говоря, эту тему так подробно не поднимал. Суть в том, что продолжали производство первого поколения еще в ряде стран вплоть до 2009 года. Второе поколение было представлено в 2006 году, оно понравилось, его хорошо, тепло приняли, потому что не всегда автомобиль таких теплых эмоций вызывает, всегда особенно все новое с кулаками, с топорами, встречает. Но в 2007-2008 году, 2 года подряд, он выиграл в номинации One of the Year. Я прошу прощения за мой английский, за мое произношение. Короче, по-русски, микроавтобус года, 2 года подряд номинацию он выиграл. Рестайл был в 2013, в конце 2013, начале 2014 года, да, изменили внешне, некоторые еще опции добавили к автомобилю, но я не хочу об этом подробно останавливаться. Я лучше, как коммерческий автомобиль, найду грузовой спринтер, белый, обыденный, простой, как и должно быть, с длинной базой, либо короткой, неважно какой. Расскажу там объем будки, я уже шучу. Фургон, объем в кубометрах, сколько там может загрузить, грузоподъемность, про фургоны, изотермы, всю эту тему. Здесь я хочу рассказать именно про эту машину, потому что он действительно уникальный. Интригу буду держать немного, потом подробности я вскрою. И индивидуальный не из-за того, что он, покрашен, выделяется из толпы. Когда-то он был синий, обыденный, его перекрасили, чтобы выделялся в потоке, был более интересен. Из микроавтобусов, наполовину минивены, наполовину микроавтобусы, компакт-басы, скажем так, компакт-автобусы. У нас был только один мультиван. То же самое, прямой конкурент Mercedes Vito Viano. То есть, Viano, потому что мультиван там максималка, и Viano тоже максималка. А здесь уже первый микроавтобус именно. Автомобиль покупался в 2011 году, он 2008 года, трехлетним, с пробегом 100 тысяч километров. То есть он в руках уже 10 лет. Сейчас у него 260 тысяч оригинального пробега. И не такой автомобиль, там пару процентов из 100 вы найдете, потому что микроавтобусы никто не покупает, чтобы ездить на работу и обратно. В основном, конечно же, чтобы колотить и зарабатывать на нем деньги. Вот. Такой же спринтер едет, белый грузовой. Я вот такой спринтер, думаю, найду и там уже подробно расскажу о технических нюансах. Здесь именно про эту машину хочу рассказать, потому что внимание она заслуживает. Я не хочу особо подробно останавливаться на технической части, в том плане, потому что здесь очень много изменений, интересных изменений с автомобилем, об этом потом интригу будем держать. Вот, кстати, когда-то автомобиль был такого цвета, вот синий. По движкам здесь устанавливались 2.2 CDI, 2.1 литра, но в привычном понимании 2.2 CDI всегда, 2.2 литра. На самом деле 2.1 литр, 2.148, если так подробно. 150 лошадиных сил при 4000 оборотов, 340 крутящего, с 88 поршень, ход 88,3, то есть по сути двигатель квадратный. Цепной привод ГРМ, про который тоже не нужно забывать, особенно на микроавтобусах. Цепь будет растягиваться быстрее, натяжители изнашиваться быстрее, потому что больше масса, больше нагрузка на двигатель. Разумеется, когда-то выйдет из строя турбина. Проблемы форсунок то, что
эти кольца от форсунок прилипают к ГБЦ, и очень проблематично их потом снять и форсунки сами снять. То есть этому нужно уделить внимание. То есть по большому счету хороший, надежный дизель. Единственное, что, опять же, про ГРМ не забывать, что многие забывают и забивают на это дело. Вот эти шайбы под форсунками. А так в основном, ну, датчики распредвала, коленвала когда-нибудь крякнут. Ну, это, естественно, нормальное состояние. Кроме таких особо проблем нет. Ну, ЕГР, ну, стандартная вот дизельная проблема. Особо ничего такого своего нету. Единственное, опять же, из-за того, что это микроавтобус, а не легковой автомобиль, потому что на легковом автомобиле устанавливались двигатели. ОМ-646, кстати, забыл, маркировку не сказал. Да, там сцепление быстрее выйдет из строя. То есть эти такие вот турбина быстрее может загнуться, потому что, ну, больше масса, больше нагрузка из-за этого. А так, в основном, двигатель хороший, просто надежный. Еще здесь устанавливались 3-литровый дизель, ОМ-642 дизель, очень популярный на моем канале двигатель, потому что 2.2.1 и дорестовый, и рестовый, и GL-ка было с 2.2.1. То есть уже этот двигатель популярностью пользовался на канале. 3.5 был V6 бензиновый на CLS, я, по-моему, тоже про него рассказывал. 1.8 устанавливался также сюда. По коробкам автоматическая коробка передач здесь была 5-ступенчатая, 7G-Tronic был, 6-ступенчатая механика, как у нас. Про сцепление тоже вот, сцепление придется поменять, если вы покупаете такие автомобили с такой конфигурацией, с такой коробкой. Ну, то есть на сцепление тоже нужно иметь ставку. А так, в основном, подробнее, я думаю, на другом спринтере я это все сниму, расскажу. Здесь установлена заводская Webasto. От работы двигателя, ну, от теплообменника вот идут трубки на подогрев воды, то есть вы нагреваете воду. Здесь установлен еще электроотопитель на 3 киловатта. При подключении от розетки, которая здесь находится, можно раскочегарить салон до 70 градусов. То есть для этих целей очень все хорошо и классно сделано. Преимущество салона еще то, что установлено самостоятельно, доработано, что можно спокойно сиденье развернуть, спокойно общаться с пассажирами, скажем так, без ущемления со спины, голову отворачивая, а таким более цивилизованным способом. Дополнительно установлена электропривод двери, то есть не вручную толкаешь, а электропривод, сейчас я включу. Ну и самая главная интрига, что находится внутри. А внутри мини-квартира, дача, автомобиль на колесах, кому как угодно и ближе по душе. Самое главное, пока я не забыл, и хочу рассказать по конфигурации автомобиля. Очень мягкий и удобный диван. Это все переделывалось самостоятельно. Стоило это все в $1000. На полу линолеум, сверху обито вагонкой. Немного есть и ламината над водительским креслом, где управление именно и датчики температуры, и зарядки аккумуляторов. Здесь установлено, ну, во-первых, все видят газовую плиту, умывальник. Здесь установлен баллон 100-литровый с водой и, вернее, не баллон, а емкость 100-литровая, как бочка. И еще один бак 40-литровый, ну, как, проще говоря, канализационный, чтобы слить, ну, с умывальника весь соник наружу. Также, ну, вода подогревается у теплообменника. Есть розетка на 2 вилки. Установлен инвертор. Соответственно, есть 2 отдельных аккумулятора и аккумулятор автомобиля, ну, на котором автомобиль заведется и поедет, его родной. И плюс еще 2 других. И в том числе инвертор, соответственно. Потом газовый баллон для газовой плиты, солнечные батареи, которые не видно. Есть тема, но опять же люк. Это все можно закрыть и будет
так. Но будет более темно и не так это весело наблюдать. Все это защелкивается. То есть все сделано для комфортного передвижения, путешествия. Комфортное времяпровождения и тому подобных целей. Ну реально, владелец путешествовал на этом автомобиле. Конечно, он обшит изнутри также листами ДВП белыми, как вы заметили. Он утеплен. Я снаружи это покажу. Крыша 2-3. Двойка, тройка пенопласт. В стенах пятерка. Где, короче, помещалась там потолще. Где-то и здесь пятерка положилась. Где-то и здесь дополнительно еще двойка. То есть утеплен автомобиль полностью по периметру. Печка находится здесь возле закрытия боковой двери. Вот где полка входа, там снизу. В минус 20 на 2 деления из 10 она накочегарила нормально здесь салон. Здесь было плюс 23 градуса на только на втором делении. Снаружи был хороший кусок льда, то есть тепло полностью в автомобиле. Здесь сбоку управление освещением, ну и не только. Первое показание — это зарядка солнечных батарей. Находится наверху, их не видно. 2 USB входа для зарядки телефона. Опять же, включение насоса для воды, включение инвертора 220 вольт. Ну, освещение. Включение вентилятора, который здесь находится для, когда жара, ну, для мини-кондиционирования. Ну, все освещение салона, в общем. Но к тому же плюс, здесь есть столик на 2 ножках, и ножки очень хорошо компактно сделаны, Г-образные. То есть с этой стороны вы можете спокойно, не споткнувшись, сесть, также и с той стороны. Хороший здесь уникальный столик. В том плане, здесь 2 ножки Г-образные. То есть с этой стороны вы можете без проблем насесть и не споткнуться, и так вот ноги не поднимаешь, вот здесь за ножку вы зацепитесь. То же самое с противоположной стороны. Здесь тоже спокойно вы садитесь и никаких проблем не возникает. То есть это зона отдыха. По сути, это очень хороший мини-дом, дача на колесах. Здесь у вас кухня, санузлы, здесь у вас гостиная и столовая, там личный кабинет. Кресло кожаное, и вы управляете этим автомобилем, этим домом и думаете там о своих задачах. Ну, первое, конечно, на всех окнах жалюзи. Здесь, ну, ниши для ваших вещей, там подушек, ну, всякой всячины, как говорится, все что угодно, на что фантазии хватит. Столик здесь есть универсальное крепление для, ну, столик, в общем говоря, прикручивается, и во время движения он не колышется, ничего с него не падает. То есть, ну, разумеется, если вы по ямам не несетесь, но сам столик не сдвинется ни на миллиметр. Столик здесь на 2 ножках, но он складной, его можно сложить, убрать. Сейчас я его выставил на улицу. Диван здесь, ну, блин, диван очень классный, мягкий. Он двухспальный, его можно разложить, выдвинуть, но сейчас это делать не буду. Ну, 2 человека здесь беспроблемно поместятся, здесь спало 2. Очень хорош даже в плане жилья. Владелец в прямом смысле здесь жил. Не просто там время путешествий ночевал, там на ночевку где-то остановил, теперь ночевал, там поел тогда и с утра дальше поехал. Нет, он реально жил в нем какое-то время. Как было видно из салона, здесь умывальник, газовая плита на 2 комфорки. Есть также холодильник. По нишам, ну, здесь шкафчики для всех кухонных принадлежностей, все, что вам необходимо. Ну, все логично, понятно. 4 шкафчика. Ну, вернее 3, и снизу ниша для кастрюлей, сковородок и всех кухонных предметов. Также есть ниша под мусорницу, полотенце, там типичная вещь. Приспособление санузлов. Это душевая. Ну и это всем понятно. Розетка расположена вот в этой части, возле умывальника. То, что автомобиль подвышен, это преимущество того, что можно ходить в полный рост. Ну, кому как, я в полный рост хожу. На полу, как я сказал, линолеум, все было плохо видно. В общем, внутри все как-то так. О чем я и говорил, что автомобиль полностью утеплен. Но сзади, как видно, очень хорошая, удобная дополнительная конструкция для крепления и перевозки мопеда. Ну и также отдельный хороший вход
на кухню. Если там, допустим, ну, теоретически какие-то коробки, какие-то вещи не сбоку, можно сюда именно в гостевую часть сбоку, а на кухне какие-то приспособления, там продукты, все остальное можно сзади, то есть отдельные входы и тому подобное. Ну, как дома, реально. По салону тоже есть некоторые изменения. Помимо подсветки встроенных шкафчиков ламината, здесь показатели температуры, зарядки в сети. Автомобиль при покупке перешивался под менее комфортный автомобиль. Сзади был диван, кресло, то есть было тоже комфортно, но не так уютно, как сейчас. Именно мини-дом получился именно сейчас. Ну, конечно, сиденья были перешиты, они не родной расцветки. Два встроенных шкафчика для разных вещей, мелочи, удобно тоже подставка. Конечно, здесь вот закосы под дерево, это тоже не родное, это все переделано. Руль GL, я сразу у него узнал. Передвигаться, ехать здесь, конечно, будет очень удобно, комфортно. Круиз, ну все родное, все столько, нечего здесь особо рассказывать, да, управление климат-контролем, который не особо здесь и нужен, потому что, ну, время движения, конечно, он нужен, но все равно стороны отопитель, обогревы, заднее стекла, управление центральным замком, парктроники, ну все это понятно, все по стоку, здесь это не особо интересно, потому что здесь суть в другом. Так, здесь температура воды, вольтметр и температура в салоне. Ну, конечно, вообще непривычно ехать на такой машине. В том плане не то, что там микроавтобус, там неудобно все, а то, что это реально дом на колесах. Конечно, не буду тут разгоняться до 100, там, боже упаси, там, кричать, вот, как она разгоняться. Автомобиль тяжелее стока. Когда он был стоком. Почему? Потому что, во-первых, да, здесь убраны все сиденья, за счет этого он легче, он попадает под Б-категорию, здесь, ну, не более 9 посадочных мест вместе с водительским. Здесь было, по-моему, даже, не хочу соврать, по-моему, сзади было 5, и с этими двумя, с водительскими, всего 7 было, по-моему. Да, по-моему, так и было. Но это уже не важно. Там сиденья убрали, автомобиль стал легче, да, но установлены баки с водой, 2 бака с водой. Вернее, с водой и с отстойником, так скажем. Газовый баллон, вот сам диван, обшивка автомобиля сколько весит. То есть в этом плане тоже трюк. Ну вот люди голову свои поворачивают сюда, на машину засматриваются. Уже темнеет, сегодня 29 сентября. Я это к чему? Что, чтобы меня было лучше видно, я включил освещение в салоне. И из-за этого мимо проезжающие автомобили видят, благодаря освещению, все, что здесь находится внутри, и все косятся, блин. Сейчас тетка поворачивала, чуть машину мне не въехала. Вот еду 40, даже гнать не хочется. Вот 40 здесь нормальная скорость, кажется, блин, нафига гнать вообще? Ну, ощущение скорости выше. Конечно, шумновато из-за того, что люк открыт сзади. Вернее, да, задний этот люк я не закрыл, поэтому немного ветер шугает. Оценивать шумоизоляцию здесь вообще нету никакого смысла. Почему? Потому что он утеплен, он по-любому лучше заводской. И плюс еще к тому, что сзади больше свободного пространства. И из-за... Все равно, когда есть сиденье, не такое эхо создается внутри, поэтому за счет этого там шумку не оцениваю. Меня все обгонят, еду 50 км в час, и мне кажется, что ну я с нормальной скоростью еду, хотя ну на другой машине только камера останавливает твой пыл, так не летишь. Здесь реально вот, гнать не хочется, еду где-то 52-53, хотя ограничение здесь 70. Это реально кайф, вот очень удобное сиденье с такой мягкой подушкой, он так немножко колышется, что ты не ерзаешься по сиденью. Реально на дальняк, и здесь просто в кайф. Приятное ощущение, что высоко сидишь. У тебя очень хороший обзор круговой. Здесь есть шторки, можно закрыться. Здесь еще вот шторка навесная, чтобы перекрыть обзор пассажирам во время движения, чтобы никто не видел, чем вы там занимаетесь во время движения, когда водитель вас ведет. Вот. И в плане того, что еще приятное ощущение от того, что ты понимаешь, на какой машине ты едешь. Такой же обычный спринтер, только таксовый и не, еще не ржавый, нормально. Кстати, насчет ржавчины, автомобили гнили именно вот 8-9 год. Ну, здесь есть мелкие косячки, но ввиду того, что автомобиль
не сильно заезжен, и у него небольшой пробег. Здесь таких сильных кочегов, ну, с коррозией здесь бороться особо не нужно, здесь нет такого критических моментов. Но я к чему, что в 2009 году они очень сильно гнили, их тогда раскритиковали за неэкологически чистые материалы, которые применял Mercedes. Красно-ночное покрытие, соответственно, стало тоньше, хуже, автомобиль начали гнить. Но потом они модернизировали его, ну, чуть другие добавки начали добавлять, что стало лучше, меньше автомобиль начали гнить. Так все гниет, но стали уже меньше. Ветер немного шугает тут сетку люка, которую я не закрыл. И это первый автомобиль, в который я сел не через водительскую дверь, а через боковую. Мужик стоит, курит, блин, забывает сигарету, вынес изо рта, я так взглядом провел, до сих пор смотрит. Ну вот, машина обогнала, видимо, водитель заметил зеркало, все пассажиры обернулись. Ну, конечно, привлекает внимание. Здесь самое главное не то, что вы едете, на вас и смотрят, это вообще пофигу. Здесь, наоборот, так некомфортно, когда на тебя смотрят, особенно сейчас, когда, вот, опять же, освещение позволяет увидеть все, что находится внутри, особенно людям с остановки. Ну и пассажирам, когда они оборачиваются. Здесь вот приятно для себя, то что ты вот в любой момент вот здесь вот можешь остановиться, там, приготовить себе поесть, и ты во время движения тебе ехать особо никуда не хочется от запаха свежего пожаренного стейка. Вот. Можешь там остановиться, переночевать, не знаю, там, включить музыку, ну, здесь встроена музыка классная, тоже сделана, там пару динамиков установлено. Но это я не буду на этом заострять внимание, это мелочи по сравнению с тем, что здесь вообще есть. Но реально классный дом на колесах. По ходовой, да, она едет как обычный стандартный спринтер. Из-за того, что я здесь особо не разгоняюсь, но он сам по себе мягкий и не жесткий, потому что он для этого и сделан, колесная база. Но если покупать еще автомобиль с максимальной длинной базы, там еще больше колесная база будет. Но из-за того, что сзади спарка, будет все-таки пожестче. Когда 4 колеса отрабатывать, все равно будет немножко жестче. На плохих дорогах, я имею в виду. На хороших ровных дорогах, конечно, будет плыть, все комфортно, как только яма. Все равно из-за того, что сзади мост и будет спарка 4 колеса, опять же повторяюсь, автомобиль будет пожестче отрабатывать. Тормоза здесь классные. Вот я на 60 педаль нормально топтанул, автомобиль хорошо тормажится. Но это, блин, не для этого все сделано. Вот была выбоина, яма небольшая. Ну, так вот плавно перекатился он через него. Именно удара такого не произошло. Начинаю 2,5-2700 крутить, еле-еле так начинает брать по инерции. Но это автомобиль не для того, чтобы гонять, а для того, чтобы в нем жить. Поэтому не надо путать концепцию автомобиля. Автомобиль в этом плане хорош. Вот, и вот 60 едешь на нем, ну никуда не торопишься. Ну, конечно, по трассе можно 90-100 на нем ехать. Ну, для экономии топлива можно ехать чуть-чуть помедленнее. Ну, в принципе, на 6 передаче там 100 можно держать, и в принципе будет экономно. Все равно примерно он где-то десятку, 13 литров по городу будет жрать. Ну, смотря как ездить, конечно же. Но для этих целей я в плане, конечно, путешествий, он хорошо подходит. В плане, опять же, я повторяюсь, владелец в нем жил в этом автомобиле некоторое время. В этом плане он тоже подходит, но может там кому-то будет просто неуютно из-за того, что это в принципе автомобиль, что как можно жить в машине. Там. Хотя с другой стороны, как дальнобой живут в этих фурах. Дальнобоем после фуры, после спальника в кабине, это просто отель 5 звезд будет. Тут, кстати, дальнобоем это классная тема. Если так взять, там, к примеру, 5-6 дальнобойщиков, да, едут на фурах там куда-нибудь там от Владивостока, не знаю, до Парижа. Ну, к примеру, там, я утрирую. К примеру, здесь едет там 4 человека, а один впереди на фуре. Ну, это, конечно, невыгодно, это смех, но так было бы комфортно им. С Владивостока ехать там 200 километров на фуре, второй, третий, к примеру, здесь 5 человек едет, там один на фуре. Он и так по очереди гонит фуру, и здесь едут также по очереди, отдыхает. Те спят, тут в холодильнике шебуршит, блин, еле-еле втихаря, чтобы никто не услышал. Из них там тырит у них крепкие напитки, еду там и тому подобную тему.
Ну, блин, автомобиль в этом плане, конечно, супер. Многие сейчас начнут критиковать это видео и, в принципе, автомобиль владельца, то, что фигней занимаешься, это того не стоит, потому что, в принципе, не могут себе позволить купить такой автомобиль и сделать для таких же целей, для путешествий, для отдыха, в принципе, как и я тоже. А не для зарабатывания денег, именно на коммерческие цели автомобиль пустить, именно для этих целей он, в принципе, и создавался. Но вот это дорого, конечно, это недешево, в принципе, купить такой вообще автомобиль, нормальное состояние довести, чтобы вы были уверены, что вы доедете и вернетесь обратно, а не поломаетесь где-нибудь. Потому что путешествовать с поломкой — это вообще не путешествие, а ад сплошной. Вот, в принципе, это тоже недешево, покупка такого автомобиля и доведение дома. А сделать то, что здесь сделано, или что-то подобное, это еще большие затраты. Но это интересно и круто, конечно. Если есть финансовые возможности, то... скажем так, если представить на секунду. Кстати, датчик давления шин, каждой шины тоже выведен сюда. Забыл сказать. Но если человек состоятельный и у него есть финансы для покупки дорогих вещей, так скажем, и автомобилей, то я бы, наверное, воздержался бы от покупки очередного суперкара в гараж, а сделал бы именно автомобиль, ну, такой вот для путешествий, для отдыха. Ну вот и все по ней. Я надеюсь, вы кайфанули вместе со мной, потому что автомобиль реально интересный, очень классный и привлекает к себе внимание, чтобы кто ни говорил. Многие, может, скажут, что это нерационально, нету смысла, это тому подобное. Ну, люди, не понимающие этой темы, проще говоря. Многие начнут тарать, что там тема давно популярна, интересна, но таких машин массово возле себя не встречаешь. Поэтому, да, когда ты смотришь какие-то посты в соцсетях, фотки, о, классно, круто. А когда видишь автомобиль вживую, это все трогаешь, пользуешься этим, это совсем другие ощущения, ребят. Ну и плюс это такой компромиссный, скажем так, соцпакет, потому что когда ты молодой парень, тебе что нужно, чтобы там, ну, хочется шпантануться, да? И здесь два в одном, то есть у тебя автомобиль премиального бренда. Я думаю, никто не будет отрицать, что Mercedes — это премиальный бренд. Нужно быть уже достаточно не очень умным человеком. У тебя автомобиль премиального бренда, да. У тебя нет квартиры зато. Но никто не скажет, что тебе как бы негде жить, да? То есть у тебя есть и дом, по сути, и автомобиль. То есть, если так сугубо взять по пунктам, никто ж не в курсе, кто там, ну, подробно. То есть, для себя ты в голове, для себя уже состоялся, а для других посторонних лиц ты офигенно успешный человек. Ну ладно, это минута юмора. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, смотрите наши предыдущие видео. Автомобиль реально мне понравился. Я это говорю честно, откровенно. Увидимся в следующем видео. Счастливо!